Всем привет! Сегодня я буду делать наконец-то кладку первого ряда газобетона. И я очень этому рад, я очень волнуюсь. Я никогда до этого не делал кладку. Когда-то очень давно делал кладку кирпича на неответственной стенке, но это все. Теперь надо не сделать никаких ошибок, сделать все правильно, хорошо, потому что я это делаю для себя. Я надеюсь, мой опыт будет вам полезен. О том, как я буду делать, я сейчас все расскажу. При кладке блоков я решил отойти от традиционного метода укладки блоков первого ряда. И я подсмотрел в интернете очень интересный способ, и сегодня я попытаюсь его реализовать. В чем он заключается? Вначале выставляются угловые блоки, но не на раствор, а просто на фундамент. И сбоку по ним вот так, на такой примерно высоте, на любой высоте, натягивается сбоку нитка, и эта нитка будет задавать положение всех остальных блоков. И я начну ложить на раствор именно другие боковые блоки, не трогая абсолютно угловые блоки. И так я сэкономлю кучу времени. Самое главное сейчас определиться, с какого угла мне начинать и на какой слой раствора ложить. Но это я уже знаю. Я буду ложить вон самый крайний блок от углового. И начну со слоя раствора 2 сантиметра. У меня уже высоты фундамента все пробиты. И я знаю, что в самом минимальном месте слой будет 1 сантиметр, в максимальном будет 3 сантиметра. Если я не сделал никакой ошибки, но время покажет. Я наконец-то сейчас решусь и пойду замешивать раствор. Я буду замешивать раствор 1:3. А что у меня из этого всего получится, я обязательно все вам покажу. Итак, что у нас есть? У нас есть цемент, у нас есть вода, у нас есть клей для газобетона. В принципе, это все, что нам сегодня понадобится. Ну и, конечно же, инструмент. А вот и инструменты, которые я решил использовать для кладки газобетона. В первую очередь это ручная пила для газобетона. Я решил начать с нее, не брать пока что-то более продвинутое. Обязательно щетка-сметка, двухкомпонентная резиновая киянка для того, чтобы подбивать блоки, строительный уровень пузырьковый, уголок и кельма, она же мастерок. А вот, собственно, сами строительные материалы, которые мне нужны будут для кладки. Это фирменный клей для газобетона Сибит, это цемент марки М400 50 кг и песок. Также нужно не забыть про емкости. Я взял 4 ведра, 2 по 20 литров и 2 по 12 литров. Размешивать раствор я буду с помощью насадки для размешивания на перфораторе. Аккуратно разрезаю мешок с цементом, чтобы цемент не вываливался на землю. Добавляю в ведро песок, воду, цемент и все это размешиваю. Повторяю, соотношение цемента и песка 1:3. Первый блок, он трудный самый. Промучился я с ним изрядно, часа, наверное, 1,5. Все никак не получалось
выставить его ровно. То перебью, то не добью. Раствор начинает стареть, приходилось его менять и так несколько раз. Навыка нет, и пока навык не выработается, надо просто набивать и набивать руку. Перед кладкой раствора на фундамент обязательно я смачивал все поверхности, чтобы раствор как можно дольше был подвижным, чтобы сразу газобетон не забирал в себя всю влагу. Я смачивал и газобетон, и поверхность фундамента. Как вспомню, так вздрогну. Это была действительно сложная, наверное, самая первая часть кладки блоков. Нервы к концу кладки первого блока начинали уже сдавать, но все-таки я его кое-как выставил. Вспоминая сейчас, я понимаю, что с этим, наверное, сталкиваются все, кто первый раз ложит газобетон. Главное на этом этапе запастись терпением, делать все аккуратно, не торопясь. Сразу дам совет: не бить по блоку, когда на нем лежит строительный уровень, ну или пользоваться более дорогими ударопрочными строительными уровнями. На моем вроде и было написано, что он ударопрочный, но через несколько блоков он начал безбожно врать. Хорошо, что у меня в запасе оказался второй. На первых блоках я учился правильно накладывать раствор, правильно ложить блок. Я пробовал ложить раствор там и колечками, и подбирал вязкость раствора. Когда-то был густой сильно, когда-то был сильно жидкий. Но потом со временем приходит понимание того, каким должен быть раствор, как его правильно ложить. Но для этого всего требуется время. Вообще, глядя сейчас на то, как я ложил первые блоки, это скорее инструкция к тому, как делать не надо. Очень частыми ошибками было то, что раствор оказывался сильно жидким, или что я накладывал раствор не под всю длину блока. Также вначале я заводил сильно жидкий клей для газобетона, и поэтому я думаю, на первом ряду у меня в швах что попало творится. Первый ряд наконец-то готов, и на это у меня ушел весь первый день. Я выложил блоков 11 только, но получилось вроде неплохо. Все ровненько и радует глаз. Во время кладки я также перепроверялся по лазерному уровню, проверял уровень блоков, не врет ли Пузырьковый. И все-таки узнал, что он начал врать. Второй ряд тоже уложен. Как видите, угловой блок остался лежать просто на фундаменте без раствора. И блоки с краю от него на растворе находятся выше по уровню. При кладке третьего ряда у меня уже появилась внутренняя классификация блоков на вредные и невредные. Невредные — это которые сразу получается уложить, а вредные — это которые приходится по нескольку раз снимать с раствора и возможно даже укладывать новый под них раствор. Также я для себя выявил, что нужно обязательно смачивать и блок, и фундамент. Я попробовал как-то раз этого не сделать и удивился, насколько быстро блок перестал подбиваться. И пришлось поднимать его, снимать весь раствор, укладывать заново, смачивать, и потом уже нормально все легло. Сколько блоки не клади, а подрезать все равно придется. Теперь наступает пора воспользоваться угольником, который мы приготовили заранее. С помощью угольника черчиваем на газоблоке линию. Для этого используемся каким-нибудь старым гвоздем или саморезом. Тест пилы для газобетона. Пила пилит просто прекрасно. Работать ей удобно и легко.
Я ожидал, что будет все намного труднее. А вот и первый монтаж доборного обрезанного блока. Вниз цементный раствор, на боковую стенку клей для газобетона. Обязательно проходим все это гребенкой. Так, наносить клей для газобетона очень долго и неудобно. Но тогда мне казалось, что наоборот. Сейчас бы я наносил по-другому уже. Но все приходит с опытом. Если блок не лезет, маленько подшлифовываем его. Для этого я использую гвоздевую пластину. Ну и конечно, после установки надо блок подбить киянкой до уровня соседнего блока. Для внутренней стены делаем вначале разметку. Для этого по рулетке делаем метку на газоблоке, а потом в этом месте натягиваем нитку. Очень удобно придавливать нитку другим газоблоком. Она очень прочно и надежно держится за счет трения между блоками. Еще одной неприятностью при монтаже блоков может стать то, что блок перестает подбиваться. Это происходит из-за того, что влага практически выходит из раствора, и он настолько спрессовывается, что дальше ему сжиматься уже некуда. В этом случае нужно только поднимать блок и разравнивать раствор, а лучше обновить его. Вообще я для себя понял, что нужно как можно раньше понять, что блок нужно поднимать, выровнять раствор под ним, где-то добавить, где-то убавить и положить заново. Это сэкономит кучу времени, нежели сразу пытаться подбить или довести до ума то, что лежит, и потом все равно сделать так, как надо. Здесь хорошо видно, что я делаю монтаж блоков, кроме углового. Угловой блок остается лежать на том месте, которое было определено при разметке и укладке угловых блоков. Практика показала, что лучше, чтобы строительный уровень был не один. Лучше взять 2 или даже 3, потому что они могут ломаться, сбиваться. Лучше иметь в запасе что-то, что поможет не останавливать работу и не ехать в магазин за уровнем. Ну вот, дошла очередь и до угловых блоков. Теперь надо уложить их. Поднимаем угловой блок на уже установленные, смачиваем поверхность блока, поверхность фундамента, наносим раствор на фундамент, а клей на боковые поверхности газоблока, которые будут контактировать с другими. В раствор я добавил монет. При заливке фундамента я забыл их положить, поэтому решил положить и добавить в слой раствора под первый ряд газоблоков. Вредный попался угловой блок,
но все равно я его победил. Монетки я добавлял под каждый угловой блок. И вот монтаж, укладка блоков первого ряда закончены. Ура! Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, я всегда рад их прочитать. И не забывайте, впереди будет еще много интересного, потому что стройка только началась.